Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня предлагаю приготовить торт ностальгия. Ну что может быть вкуснее и проще, чем муравейник на новогодний стол? В миску просеиваю 400 граммов муки. Добавляю пол чайной ложечки соли, 8 граммов разрыхлителя или 1 чайную ложку соды. 2 столовые ложки мака. Я его заранее помыла, подсушила и немножко поджарила. Перемешиваю. Если не любите мак, можно не добавлять. Тоже будет вкусно. К сухой части добавляю 200 граммов сливочного масла. Я его заранее достала, чтобы оно немножко подтаяло. И растираю с помощью вилки в крошку. Сейчас я с тобой справлюсь. Если с вилкой не поддается, можно смело, хозяюшки, перейти на рути. И все это быстренько размять. О, совсем другой эффект. Вот такая крошка должна получиться. Крошечка-хаврошечка. Так вкусно пахнет. С таким поджаренный мак намного ароматнее. Все, убираем руки. И добавляем 200 граммов сметаны любой жирности. У меня магазинная 20%. Начинаю замешивать тесто. Сначала с помощью вилки. А затем объединю все в общий ком с помощью рук. Так проще и быстрее. Сильно долго вымешивать не нужно. Как только тесто собралось в общий ком, оно не липнет к рукам, красивое такое по визуалу, оно готово. Выкладываю его в чистый пакет и убираю в холодильник минут на 30-40, а то и 50. Включаю духовку 180 градусов, конвекция, так как я буду выпекать сразу 2 коржа. Достаю тесто из холодильника, оно застыло. Беру противень, или вот как у меня решетка, а сверху коврик с пергаментной бумагой. Бумага у меня силиконизирована. Если у вас обычная, лучше смазать ее растительным маслом. Тесто визуально делю пополам. Беру одну часть и натираю на крупной терке. Да, после заморозки она легко трется, я смотрю. Конечно. Надо было больше заморозить. Нормально все. Сейчас вилочкой можно подправить. Все, сейчас я все покажу, любовь моя. Тесто немного распределяю вилкой, так, чтобы края получились ровные. Первый готов. Пока в сторонку и займусь вторым. Коржи ставлю в разогретую духовку и выпекаю 15-20 минут. Через некоторое время поменяю местами. Друзья, если нет конвекции, можно выпекать на режиме вверх-вниз. Просто по одному коржу. Все. Пошли Мане елочку наряжать. Пошли, пока есть время. Пошли. О, будем ее расправлять, да? Ой, Мане игрушка будет. Да? Готовка на Новый год. Да. Все-таки хочется праздника. Будешь помогать наряжать? Мань, будешь? Что это, скажи, такое? Скоро Новый год. Есть такие конфетки. Маня любит конфетки? Конфетки Маня любит? Примерно в середине выпекания противни поменяю местами. Класс. Еще буквально 5-7 минут. Ну давай доставать. Сначала вынимаю один корж, стягиваю его. Опа. Опа. Ух, этот еще круче получился. Оп. Ну что, вкусно? Во. Здесь само тесто вкусное. Его можно и так, без крема. Просто взять, съесть, как печенье. Ну что, пока коржи остывают, займемся кремом. В миску выкладываю граммов 150 сливочного масла. Я его заранее достала из холодильника, чтобы оно немного остыло. С помощью миксера немножко его взбиваю. Как получится. Как красиво мы его размазали по миске. Это точно. И добавляю вареное сгущенное молоко. Его я стараюсь брать обезжиренным, потому как в креме и так достаточное количество масла.
И начинаю снова взбивать. Сейчас процесс пойдет лучше. А в банке-то ты мне оставила? Нет, то я добавлю немножко позже. Сначала это вмешаю, а затем добавлю то. Ты смотри, какой хитрый. Добавляю оставшееся сгущенное молоко. Можно на стеночках немножко оставить. Для Это для меня? Да, для любителей сладостей. Пооблизывать венчики и банки. Восток, будь человеком ты. Ладно, так уж и быть. Оставила. И еще для баланса вкуса я люблю добавлять столовую ложку лимонного сока. Можно заменить на щепотку лимонной кислоты. Попробуйте, заиграет совершенно по-другому. И снова размешиваем. Все, крем готов. Ну и пришло время нашим коржам. Была в моей голове одна идея, но вижу, что не получится, поэтому беру и разминаю эти коржи. Так, довольно грубо. Все, крошку высыпаем в крем. И занимаемся вторым коржом. То же самое. Ну а поешь, что мне оставить. Оставлю тебе кусочек, да, согласна, вкусно. Даже без крема вкусно. Сюда же. Берем ложку и перемешиваем. Все. Осталось только его переложить в форму. И хорошо прижимаю. На тебе, Анюта. О, вот, орудие. Вот это вещь. Ты смотри, какой ты у меня сообразительный. Сильнее трамбуй. Знала, за кого замуж выходить. Можно украсить, и будет торт. Гениальная вещь. Сейчас беру сверху, накрываю тарелкой и оставляю примерно на 1 часик на столе при комнатной температуре. А затем минут на 30-40 в холодильник, и можно пить чай и наслаждаться. Сережка, что ты здесь делаешь? Угадай. Ух ты! Как тебе? Класс, а что, уже светится? Сейчас попробуем. А ну. Класс. Да, красота какая. Вот это олень. Ну еще станки приделаем и все остальное. Ух ты, класс. Ставьте лайки. Да, но ночью это будет выглядеть намного эффектней. Ну что? Ну да, холодно. Пошли греться. Наконец-то дождались. Да, уже можно убирать тарелку, вынимать торт из формы. Да-да-да-да-да-да. Опа! Посмотрите, какой красавчик получился. Можно его украсить, взять плитку шоколада и сверху натереть. Достаточно тебе муравьев? Достаточно. Какая красота! По всей кухне муравьи. Сережка, я предлагаю к такому вкусному тортику выпить чашечку ароматного кофе. Опа. Ну что, друзья, готовы? Та-да-да-да-та-да. Оп! Ух ты. Торт прекрасно держит форму, так что мы все сделали правильно с тобой. Мы с тобой молодцы. Давай уже пробовать. А что здесь пробовать, друзья? Я думаю, вы сами знаете, как это вкусно. И в рот. Что, даже чай не подождем? Я таки понял, что он вкусный. Во. Мак немножко похрустывает. Он и сочный, в то же время такой, как пирожное. Это очень вкусно. Ложи камеру, потому что я, Сережка, могу это все делать, ты знаешь. И без чая. Проще простого для меня съесть целый торт, это как пить дать. Всем приятного аппетита, мирного неба. Ставьте лайки, друзья. Делитесь своими рецептами. Будем готовить вместе. Ну а мы пить чай. Вот а Маня занимается своим делом. А вот тут я сделал ей сюрприз. Вот такого оленя сделали. Класс. Дед Мороза только надо посадить. Аня! Пусть радуется, как ребенок. К Новому году готовы.